Уже в который раз в Курске происходят истории, которые заставляют поразиться человеческой жестокости в отношении животных. Жила тут одна старушка. Она была очень доброй и содержала милую кошечку. У той кошки даже родились котята. Но не так давно старушка скончалась. Наследники не заставили себя долго ждать. Но они решили не брать на себя заботу о любимице бабушки. Вместо этого кошка и ее дети оказались на улице. Все подстилки же были выкинуты на помойку. Соседка, наблюдающая за всем происходящим, очень переживала за котят и кошку. Она умоляла тех людей, чтобы они не обходились с животными так жестоко. Ведь можно было бы оставить им хотя бы подстилки или не заколачивать лаз, через который звери могли попасть в сарай. Но наследники не оставили котам и шанса. Они просто сказали, что животные тут не нужны. Котята были совершенно не приспособлены к жизни на улице. Они надеялись только на свою мать. Кошка всеми силами старалась попасть в заколоченный сарай. Она чуть не содрала себе когти, царапая двери. В конечном итоге, ей удалось отыскать лаз. Но когда стало холодно, котята начали болеть. Помочь им было некому. Один из котят погиб на улице, попав под машину. Остальные смогли дожить до более взрослого возраста. Две соседки бывшей хозяйки подкармливали кошку и котят. Так животные и выживали. Когда наследники вернулись и увидели, что коты все еще живы, они очень разозлились. Соседям было выдвинуто условие: либо кошки куда-нибудь исчезают, либо они будут усыплены. Одна из соседок обратилась к зоозащитникам, умоляя их помочь. Волонтеры тут же откликнулись на это обращение и вывезли котов. Котики были очень худыми и грустными. Но, несмотря на это, они оставались очень милыми. Их тут же осмотрел ветеринар. Оказалось, что коты очень больны из-за долгого пребывания на холоде. Многие из них были на грани смерти. Зима в этом году была очень холодной. Какое-то время котики прятались, не идя на контакт с людьми. Они переживали ужасный стресс. Но постепенно животные прониклись доверием к своим спасителям. Коты полюбили лежать около теплых батарей, ведь тепло – это как раз то, чего им не хватало во время жизни в подвале. Казалось бы, сейчас им стало лучше. К сожалению, это не совсем так. В квартире, в которой оказались котики, живут и другие животные. Это лишь добавляет им стресса, причиняя немало дискомфорта. Коты до сих пор живут в том месте для передержки, в которое они попали в самом начале. Они не очень комфортно себя чувствуют из-за этого. Часть болезней не получается пролечить из-за постоянного контакта котиков с другими животными. Ветеринары делают все, что могут, но этого недостаточно. Котики нуждаются в изоляции и заботе. Иначе все усилия волонтеров могут просто пропасть. Котикам нужен настоящий дом и любящие хозяева. Волонтеры активно занимаются поисками, не оставляя надежды на то, что все получится.